Приветствую всех на моем канале у микрофона PowerPrey, и это рубрика «А что если?», в которой я испытываю интересные механики в игре Cursed. Благодаря появлению множества интересного и нового, сегодня в выпуске вам представится возможность узнать, что будет, если использовать минометы не по предназначению, убедиться, что можно плавать не только на лодке, а также узнаете, как получить добычу с орбитального холодильника раньше остальных. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. И первый опыт будет посвящен замечательному транспорту, издали напоминающему ГАЗ-46, именуемому игроками как амфибия. Данный транспорт представляет собой замечательный внедорожник, который имеет отличные показатели динамики как на суше, так и на воде. Однако есть некоторые интересные особенности, которые может делать исключительно данный вид транспорта. Во время затопления территории с помощью ритуала всемирного потопа, амфибия остается стоять внизу, не всплывая наверх, как и другие машины. Стоит лишь к ней приблизиться или сесть за руль, машина сразу же всплывает наверх, выпрыгивая из воды. Мне стало интересно, что если к этому всему добавить ритуал лунной гравитации. В результате данных манипуляций амфибия выпрыгивает из воды немного выше, чем обычно. Как и говорилось ранее, данный транспорт способен плавать. Однако далеко не всем известно, что даже будучи перевернутой, данная машина может послужить средством передвижения. Все, что нужно, это залезть на перевернутую амфибию и с помощью клавиши P толкать транспорт. Толкай. Во втором небольшом эксперименте мне стало интересно, возможно ли подняться на значительную высоту, не используя разных вспомогательных знаков или ритуалов. В игре существует много разных архитектурных сооружений и объектов ландшафта, на которые достаточно проблематично, а иногда и невозможно просто так подняться самостоятельно. Для того, чтобы преодолеть объекты, перечисленные выше, в игре существуют разного рода ритуалы и знаки. К примеру, с помощью ритуала реактивного ранца можно подняться на любую высоту в течение минуты, а с помощью ловушки трамплин игрок может быстро забраться на здание или гору. А что, если не использовать никаких ритуалов и знаков? Возможно ли подняться, к примеру, на вышку, не используя ничего из вышеперечисленного? Естественно. Дабы это провернуть, достаточно лишь одного напарника и немного сноровки. Механика довольно проста. Нужно взобраться на союзника в то же самое время, как он попытается взобраться на тебя. Благодаря данной манипуляции можно забраться на здания и вышки, горы, а также другие объекты ландшафта. Третий эксперимент будет посвящен довольно интересному средству передвижения, которое появилось в Cursed. Речь идет о лодке. Чтобы начать плыть на лодке, достаточно просто сесть, зажимая кнопку вперед и поворачивать с помощью соответствующих элементов управления. Но что, если я вам скажу, что можно плыть на лодке, не включая ее? Для этого нужно не садиться на лодку, а просто залезть на нее, как на объект, встать или присесть и начать толкать лодку с помощью кнопки P. Толкая лодку, вы будете плыть по воде, а мотор лодки не будет издавать никаких звуков, дабы не привлечь врага. Данный способ передвижения поможет вам перемещаться даже на перевернутой лодке. Минусом такого передвижения будет только то, что стоя или лежа толкая лодку по мере разгона, вас будет выкидывать. При этом, если вы не справитесь с контролем, вам будет нанесен довольно ощутимый урон. Поэтому будьте аккуратны, используя данную механику. Плыть на лодке это, конечно, хорошо, но что если я вам скажу, что на лодке можно и летать? Чего? Так вот, такая возможность имеется, и сейчас я вам покажу, что из этого может получиться. Спонсором данного эксперимента является катализированный ритуал лунной гравитации, после активации которого возможен данный эксперимент. После нескольких манипуляций лодка превращается в летательный аппарат с игроком на борту. В данном случае пассажиром-испытателем выступил игрок с ником Jericho 1994. Благодаря ему вы можете видеть у себя на экране то, что происходит в кабине нашего с вами замечательного импровизированного летательного аппарата. А если я сяду, не все нормально будет? А ну, сядь. Не, просто сядь. Всё? Следующий эксперимент будет посвящен минометам и гранатометам и даст ответ на вопрос, а что если использовать миномет в закрытом помещении? Следует отметить, что данный тип оружия отличается от других, а все дело в том, что он стреляет по навесной траектории. Нажатием кнопки огонь, а как правило это левая кнопка мышки, мы устанавливаем оружие на землю. Затем с помощью движения мышки вперед или назад мы определяем дистанцию для выстрела. Нажимая на кнопку второй раз, игрок отправляет снаряд в полет, при окончании которого снаряд приземляется на землю в указанной точке и поражает цель. Все это работает до того момента, пока данный тип оружия используется на открытых территориях. Но что, если открыть огонь в доме или бункере? Salam alaikum. Алейкум ассалям, салям алейкум.
Оказалось, если начать стрелять в закрытых помещениях, снаряды просто отскакивают от потолка, приземляясь на пол. Приземляясь, снаряды не взрываются, а после некоторого времени просто исчезают. А мы переходим к завершающему эксперименту. В заключительном эксперименте все оставшиеся силы будут направлены для ответа на вопрос, можно ли залутать орбитальный холодильник. В игре Curse существует множество способов получить преимущество над противниками. Ловушки, ритуалы, мешочки, чемпионы с правильно подобранными тактиками. Все это и многое другое при правильном сочетании сыграет немаловажную роль при встрече с противниками. Один из залогов победы – это хорошее снаряжение. Получить его можно в зданиях, бункерах, траншеях и других архитектурных сооружениях. Например, на карте Сибирь добычу можно найти даже в затонувшем корабле. Одним из средств получения добычи являются холодильники, с которых вы можете получить разнообразную добычу. Это обычный, премиумный, тактический и королевский холодильники. Однако существует еще один холодильник, который содержит в себе уникальный лут. Речь идет про орбитальный холодильник. Условия его появления следующие. У вас должна быть заряженная сигнальная ракетница, которую можно приобрести в игровом магазине или найти в качестве добычи на карте. Выстреливая с ракетницы вверх, вы должны быть в пределах игровой зоны, выделенной на карте белым цветом. После его приземления следует поторопиться, дабы не дать заполучить уникальную добычу другим игрокам. Но что, если получить добычу с орбитального холодильника раньше других? Есть ли такая возможность? Вся сложность заключалась в том, что орбитальный холодильник имеет очень большую скорость и даже попытаться приблизиться к нему довольно сложно. Данный эксперимент было решено провести в специальном режиме «Время подарков», в котором довольно часто падали сразу несколько холодильников, представленных в виде новогодних подарков. Благодаря этому игроку с ником MacroKempty удалось приблизиться, и буквально на полсекунды появились две надписи «Поднять новогодний подарок» и «Сообщить о новогоднем подарке». Спустя некоторое время мне удалось повторить эксперимент. Благодаря результатам данного эксперимента мы с вами убедились, что при вызове орбитального холодильника в воздухе летит настоящий холодильник, с которого при должной сноровке можно получить добычу раньше остальных. А значит, что залутать орбитальный холодильник все же возможно. Я нажал. Хотелось бы поблагодарить всех игроков, кто участвовал в экспериментах, всем, кто усердно помогал мне воплотить все мои задумки в реальность. Ники данных игроков вы можете видеть у себя на экране. С каждым выпуском эксперименты становятся интереснее и сложнее, и дабы не понижать планку и продолжать делать качественно каждый выпуск, мне понадобится ваша помощь. Нужно всего лишь поставить лайк данному видео и написать в комментариях, что вам понравилось в данном видео, а что нет, и какие эксперименты вы хотели бы видеть в следующих выпусках. Набираем под этим видео 70 лайков, и я приступаю к разработке следующего выпуска «А что если?». С вами был PairPray, желаю удачи на полях сражений и до скорых встреч на канале.